Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы в переговорах с Обамой? Он говорит, почему вы спрашиваете? Представляете, какие мудрые слова? И знаете что? Ни хрена, ни одного слова Путин оттуда не понял. Здравствуйте. Сегодня я хочу поднять тему противостояния США и России. Эта тема сейчас многими муссируется и блогерами, и средствами массовой информации. И в обществе она широко обсуждается в контексте того, что сейчас происходит в Украине, в контексте будущего контрнаступления и всего-всего-всего. И все это смешали в одну кашу, и я вижу у многих вообще полное непонимание, как выглядит вообще расстановка сил в мире и от каких критериев это зависит. И в этом видео я попробую людям, которым интересно разобраться. Я ничего не хочу рассказывать тем, кто считает, что разбирается, или может человек действительно понимает, что к чему. Для тех, кому это интересно. Ну вот смотрите, давайте возьмем экономику. ВВП России 1,7 триллиона долларов. ВВП США 23,3, кажется, триллиона долларов. Вы улавливаете вообще эту разницу цифр? Насколько это вообще разный уровень? Это более чем в 10 раз выше ВВП США, чем у России. Просто для понимания, по-моему, у Южной Кореи даже ВВП выше, чем у России, при том, что население в 3 раза меньше. У Южной Кореи. Я уже молчу про Германию, 4 или больше 4 триллионов и так далее. То есть экономики в 2-3 раза больше есть даже в Европе. У России 1,7. Почему же, вы спросите, весь мир тогда их так боится? Ну, первый миф про вторую армию мира благополучно раздолбала армия Украины наша. Кстати, этот Сергей Пугачев, есть такой кадр, которого любит интервьюировать Гордон и Олеся Басман, его жена. Человек, олигарх, который близко находился к Путину в свое время, заработал именно рядом с Путиным громаднейшие деньги. Сейчас он на него везде гонит. И вот он все время рассказывает эти истории про то, что Путину никогда не нужна была армия. Он говорил, давать держать для парадов. В реальности она не нужна. Вот генералы ее благополучно продавали. И слава богу, что там такая же коррупция, как и у нас. Потому что я не знаю, как бы мы воевали против настоящей организованной армии. Поэтому хорошо, что у них так все произошло. Но суть в том, что да, слова Пугачева нужно делить не на 10, на 30, может на 50 нужно делить его слова. Но что-то все-таки в этом есть, потому что сейчас это доказано конкретными фактами. Так вот, в чем же вся опасность? Еще Джон Маккейн, которого я очень уважаю, жаль, что он не дожил до сегодняшнего времени, он был бы полезен в этой ситуации, он всегда называл Россию страной-бензоколонкой. Недавно губернатор Флориды, где я живу, Рон Де Сантис, повторил эти же слова про то, что это страна-бензоколонка. И вы второй раз спросите многие, так а чего же все боятся? А потому что, и я вам сейчас, видео будет длинным, много разных фактов покажу, философия жизни Путина, а следовательно и всей России, его взгляды вообще на происходящее, на будущее, то, как он воспринимает все вокруг него, это обезьяна с гранатой. То есть Россия это обезьяна с гранатой. И поэтому вы же можете в бытовом примере даже такие случаи понять. Если есть человек с головой на плечах, и у него есть, допустим, дома пистолет или автомат, но вы знаете, что он вменяемый, там все хорошо. А есть какой-то наркоман или больной человек, у которого всего лишь нож. Тот, у кого дома пистолет или автомат, он никогда в безопасной для него ситуации его не использует. Он никогда не пойдет кошмарить соседей или там первого встречного, или грабить кого-то. А вот есть этот алкаш или ненормальный, или наркоман с ножом, который может ходить по улице и всем подряд цепляться и на них кидаться. Вот это вам Россия что такое? Вот почему ее нужно опасаться? Если бы мы жили в идеальном мире, я бы сказал, что России нужно провести ядерное разоружение, и тогда, в принципе, мир заживет спокойно. Но поскольку это нереально, будем исходить из того, что есть. И тут немножко надо пройтись по личности Путина. Сейчас не буду показывать, вы можете без меня с легкостью найти видео его образа жизни. Я как-то на стриме рассказывал. Проснулся, когда захотел, овсянка, перепелиные яйца, чай, творог, поел. Все эко, бассейн, тренажерный зал, в 11-12 начинают в кабинете работать. То есть не надо верить там ни в какие сказки про какие-то там болезни и все остальное, я к этому вас подвожу. Но самое главное, я хочу сейчас показать вам видео Немцова, которого уже тоже с нами нет, которое характеризует кое-какие важные черты характера Путина. Вы, пожалуйста, послушайте и напишите потом в комментарии, никакие ли параллели вам в голову не пришли после этого видео, не напоминает ли такие моменты кое-кого из наших уже деятелей у нас в Украине. У меня есть в личном плане всего одна история, характеризующая Путина и объясняющая много, почему я стал оппозиционером. Одна история. Это история Нордоста.
В Нордосте я был тогда руководителем фракции в Думе, это был 2002 год. Вот. Мы там были на Дубровке, и я вел переговоры с террористами, в частности с Абу Бакаром, чтобы можно было освободить людей, в первую очередь женщин, детей и стариков, которые там были. Вот Путин об этом знал. Переговоры эти пытался вести и мэр Москвы Лужков. Кстати, это важно, потому что он все-таки мэр города, у него в городе такое творилось, он не мог там не быть, он там тоже был. И вдруг Путин обратился к нам, к нему и ко мне, ну не вместе, а по отдельности, мы там, с просьбой не ходить туда и не вести с ним больше никаких переговоров. Путин. Аргумент Путина стоял в том, что сейчас в Москве чрезвычайное положение, что правда, что согласно закону о чрезвычайном положении всю ответственность за ситуацию берет на себя президент, что правда, и что вы хоть и в оппозиции, но имеется в виду я, тем не менее, вот давайте уж я буду отвечать, потому что это жизнь людей, это там наша безопасность и так далее. И я, дурак, согласился. Думаю, ну да, действительно, у нас к нему есть вопросы, а уже тогда НТВ было разгромлено. Но тем не менее, действительно, сейчас такое положение, я согласился. Вот. И переговоры вести перестал. Потом я задал вопрос Волошину, который был главой администрации. А знаете, почему Путин так именно к нам, к Думу, обратился, чтобы мы прекратили там заниматься этим вопросом? Ответ меня убил. Ответ был такой. Потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг. Это Волошин открытым текстом мне сказал. Я говорю, а вот то, что людей убьют там, он не боялся? И что он как-то мирно? Он говорит, нет, рейтинг вырос. Он говорит, следил за рейтингом, говорит, там стремительно в гору шли. Они применили некий секретный газ и усыпили людей, а потом альфисты, которые там были, из спецподразделения Альфа, они потом перестреляли там этих террористов. И погибло 130 человек. Значит, мы решили разобраться, как депутаты, и пытались создать комиссию парламентскую. Путин категорически был против. Нам не удалось проголосовать за эту комиссию. Тогда мы создали фракционную комиссию, которую я и возглавил. И в рамках работы этой комиссии мы узнали фантастические вещи. Ну, например, газ был не опасный. Газ был снотворный. Люди заснули, они не отравились. Но они заснули очень глубоким сном, как бывает после сильного снотворного. И этих спящих людей просто неправильно эвакуировали. Их несли на спине. Их должны были нести лицом к земле, а их несли спиной к земле. И складывали штабелями друг на друга, на спину. И у них, у всех диагноз смерти асфиксия. То есть они задохнулись, у них языки попали в гортань, как у утопленников. И они задохнулись, они не умерли от отравления. И антидоты им там давали, не давали, не имело значения. Они умерли от неправильной эвакуации, то есть их неправильно эвакуировали. Вот это открытие, которое мы сделали, страшное, навело меня на мысль, что Путину наплевать было на этих людей. Я пришел к Путину и говорю, вот понимаете, эти люди могли быть спасены. Мы обязаны возбудить уголовное дело по факту преступной халатности тех, кто их спасал, и наказать их. Он говорит, зачем? Я говорю, ну как зачем? Чтобы в следующий раз не повторилось. Он говорит, ну мы же этих людей не вернем, они уже умерли. Я даже с тобой согласен, что это возможное отравление. Точнее, не отравление, а асфиксия. Но мы их вернуть не можем. Зачем будоражить будем? Текст такой. Я понял, что человеком нельзя ничего иметь. Ему все равно. После этого случился Беслан, кстати. Иметь такое убожество в Кремле, это, конечно, проблема.
отсталое, ничего не понимающее, верящее в то, что все там вокруг прыгают и думают, как бы шпионов кругом поставить. Вот. Должен сказать, что этот его неадекват транслируется на страну. Людям внушается эта мысль, там есть специальные пропагандисты, которые это распространяют. В общем, короче, длинная эта история. Вот я не считаю, что надо его насиловать с помощью там прута или еще чего-нибудь. Я так не считаю. Я считаю, что если он избавит нашу страну от этого цинизма, воровства и жульничества в любом варианте, с помощью воровского парохода, там, как Пятковский пишет, или полетев к своему дружку на Сардинию, там, Берлускони, любой вариант освобождения России от Путина и всех его опричников, я считаю, хороший. Вот, при этом он не должен быть кровавым. Зачем? Понимаете, жестокость порождает жестокость. Мы это 6-го видели. То есть, вы видите, вот в таких ситуациях все и проверяется. Вот на мой взгляд. Я бы, например, точно так же, как Немцов, после этой ситуации понял бы вот этот вот человеческий показатель, человеческую сущность Путина. Понятно, КГБшник, но все-таки КГБшники тоже все-таки разные бывают. А вот следующее видео, наверное, многие из вас видели, это Дудаев, великий был человек, четко определил тоже, что такое, он называл это русизм, мы называем это рашизм сейчас, но похожее, но разное название, но то, о чем идет речь, один к одному сходится. Народам бывшего Советского Союза ничего я не пожелаю. То, что они заслуживают, они сами себе его и нагнетают, и сами приводят к себе к тому, что не заслуживают. Народы бывшего или настоящего или будущего Союза, и в частности России, больные русизмом. Причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняются. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То, что делается, Чечня – это только предлог, а по сути это суть российского народа, больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Причины тому реальные. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построение общества равных возможностей, как мыльный пузырь, лопнула. Все потому, что строилось на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным,
Минимум надо над этим работать, чтобы сменилось 3 поколения. И этот путь закрыт. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Ну а дальше я хочу зачитать вам разговор, который состоялся, когда еще Шимон Перес был жив. Это тот человек, обзор книгу на которого я собираюсь вам, обещаю, уже месяца 2 сделать и сделаю. У них состоялся разговор с Путиным однажды, и вам будет интересно. Послушайте, пожалуйста. Я сказал ему, это Шимон Перес как бы от своего имени говорит, я сказал ему, вам 63 года, мне 93 года. Скажите, чего вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь нагадить Америке? Путин говорит, нет. Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы в переговорах с Обамой? Он говорит, почему вы спрашиваете? Я говорю, послушайте, я не шпион, как бы там ни было, расскажите. Он говорит, то есть Путин, а как вы думаете? И я сказал, Америка победит, и не важно, что вы будете делать. Почему? Потому что им повезло, а вам нет. Смеется. Я рассказал ему больше, что видит утром американец, когда просыпается. На юге Мексика, и они принимают мексиканцев в своей стране. На севере Канада, и они лучшие в мире друзья. Справа и слева рыба в воде. О чем Обаме беспокоиться? А вы? Вы просыпаетесь утром, и что у вас есть? Япония, Китай, Афганистан, боже мой. Они знают, что у вас полно земли, а вы не даете им ни копейки. Вы владеете 20% пресной воды, и вы ничего не даете. Поэтому, когда в Сибири растает снег, первое, что вы увидите, будут китайцы. Потому что на Востоке множество китайцев, но не так много русских. Второе, что я ему сказал. У Америки наилучшее соотношение между площадью страны и количеством населения, а у вас наихудшее. 20 миллионов квадратных метров. Бог мой. А вот чего у вас нет, так это людей. Ваши люди гибнут. Не обманывайте себя аплодисментами и тем, что народ говорит. Они не простят вас. Почему продолжительность жизни русских 62 года, а американцев 82 года? А потом я сказал ему, вы ведете себя как царь. Я сейчас очень откровенен. Я тогда сказал, что делали цари. Они развивали 2 города, Санкт-Петербург и Москву как витрины. Там вы найдете все, что захотите. А остальная Россия, как Нигерия, покрытая снегом. Люди у вас умирают, вы не даете им жизни. Думаете, они простят вас? Почему Америка великая? Потому что они всегда отдавали. Почему в Европе проблемы? Потому что они берущие. Америка дает, и люди думают, это потому что она щедрая. А я думаю, это потому что она мудрая. Отдавая, ты создаешь друзей. Самые выгодные инвестиции – заводить друзей. Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они отдали умирающей Европе. И таким образом показали, это наилучшая инвестиция в мире. Нет ни одной крупной европейской страны, которая не побывала бы империей. И что случилось? Они были выброшены и ушли ни с чем. Англия – величайшая империя от восхода до заката, все океаны, а милые мирные индийцы выкинули их и не оставили им ничего, кроме 3 маленьких островов, и они не знают, что с ними делать. Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда – самая большая растрата в жизни. Вы инвестируете в глупость. Представляете, какие мудрые слова, и знаете что? Ни хрена, ни одного слова Путин оттуда не понял. И все закончится, на мой взгляд, именно так, как сказал Шимон Перес, так, как он спрогнозировал. Плюс-минус с какими-то оговорками, но важна суть. Да, сейчас у США, наверное, один из худших периодов там, в новой истории. Ужасный президент Байден. Все уже ждут, когда он идет на 2-й срок, но все уже ждут, когда состоятся выборы. И я вам хочу сказать, конечно, не было давно в Америке такого президента, который бы успел натворить за такой короткий срок полный хаос в мире. Но я вам хочу сказать, что Байден это не США, так как Зеленский не равно Украина. Америка все равно капиталистическое государство, богатейшее. Все равно люди здесь живут прекрасно. Придет сейчас, дай бог, Трамп или Десантис в худшей самой ситуации. Шикарно. Все выровняется, ситуация в мире выровняется. А что будет в России, мне даже страшно себе представить. Может, это будет через 5 лет, может через 10, а может через 20, я не знаю. Быстро, во всяком случае, этого не жду. Но я вам сейчас сказал цифры по экономике. Но самое главное даже, разница в философии и в подходах какая. Много сказал о Путине, а теперь давайте перейдем подробнее к личности Байдена. Вы все знаете и видели все эти эпизоды, когда он не узнал премьер-министра Великобритании Сунака, подумал, что это какой-то обслуживающий персонал аэропорта, наверное. Там он в стенку врезался, там он упал с лестницы, там он упал с велосипеда. Это старый человек, который
должен жить в невероятном ритме жизни. На такой ритм жизни не каждый молодой с хорошим здоровьем и энергичный пойдет сознательно. Это человек в таком возрасте реально на такое напрашивается. Трамп тоже не молодой, но вы же видите, это совсем два разных человека в плане энергии, да? И вот сейчас я хочу вам показать видео. Оно должно набрать больше просмотров. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий когда-то сидел за одним столом с Джо Байденом. Была встреча между Байденом и Ющенко. Я вставлю это видео, надеюсь. Не думаю, что Леонид Михайлович подаст какие-то жалобы. Я использую это видео для того, чтобы вы просто послушали из первого источника. А это очень важно. Оценку Байдена. Послушайте, пожалуйста. Байден объявил о том, что он снова хочет стать президентом. Это 80 лет. Друзья, у меня на канале в Ютубе есть воспоминания о том, как я встречался, будучи мэром уже Киева. Это 2006 или 2007 год. Мы возлагали тогда цветы к памятнику жертвам войны и посещали, не помню, был ли тогда уже построен Виктором Андреевичем памятник Голодомору, наверное, был. Но было очень много киевлян, и Байден показал себя как величайший менеджер по рекламе. Потому что тут же была рядом стекляшка кафе, из нее повыгоняла охрана всех, кто там находился, маленькая, небольшое, но кругом стеклянная. Это было рядом с автодорожным институтом. И на разговоре присутствовал, не помню, переводчик был или нет, но был Бессмертный, был Виктор Андреевич, был Байден и я. И час или полтора был разговор. Сразу скажу, разговор ни о чем. И я посмотрел тогда на Байдена, и сколько это, получается, лет было, почти 20 лет назад, и подумал, неужели, он тогда был вице-президентом у Обамы, и подумал, неужели такой старый человек может быть вице-президентом величайшей страны мира? Я очень внимательно слушал все, что он говорит. Ну, разговор был такой. Виктор Андреевич тогда делил власть с Юлией Владимировной, и он все время пытался перевести разговор на то, что она плохая, он хороший. Но Байден на следующий день или в этот же день должен был идти после встречи с президентом Украины к самой Юлии Владимировне, которая была тогда, по-моему, премьер-министром. Да, так оно и было. Вот. Но Байден его прерывал сразу и начинал рассказывать о том, как он любит украинцев. Что вроде как он где-то был то ли губернатором, то ли кем-то, то ли вообще никем. И были какие-то шахты, в которых работало много украинцев, какие они трудолюбивые и хорошие, и такие его друзья. Но при этом он посматривал на стекла этой стекляшки, и я видел, что в глазах его старческих, как мне казалось в то время, блеснула искорка радости, потому что людей было море, и все смотрели, как прост вице-президент Соединенных Штатов Америки, что он среди народа разговаривает. Но если бы они слышали о чем, то, конечно, бы эти люди были разочарованы, потому что это была игра одного актера. И когда... дальше, сейчас даже Евроньюз, который поддерживает, в принципе, Европу Байдена против Трампа, потому что у него иная совершенно политика. В двух словах. Он представитель социалистического крыла в Америке. Что Обама, что Байден для экономики великой страны проблема, потому что они популисты. То есть очень хорошо говорят, и в то же время они не сторонники рыночной экономики. И у демократов, это его партия, возникла проблема. У них некого выставлять. Евроньюз говорит, что ему в конце, если он выиграет выборы, то ему будет 90.
Я вам скажу, что это издевательство немножко над демократией, потому что я даже в те годы видел, что он что-то запинается. Но не могу себе представить, что человек в 80 лет может управлять величайшей страной, величайшей экономикой мира. Вот не могу и все, потому что, конечно же, изменения в голове какие-то происходят. Возраст есть возраст. И острота ума с возрастом, к сожалению, уходит. И самое даже важное, может быть, острота и остается, но это редчайший случай. Но тогда надо уходить в одиночество и вместе с Богом рассуждать об истине. Но для того, чтобы управлять страной, нужна энергия. В таком возрасте, конечно, ее уже не будет. Поэтому сейчас, конечно, у Трампа появляются новые возможности, а в статье говорится о том, что ему будет противостоять очень интересный парень, губернатор Флориды Рон Десантис. У него 18 человек, как я помню, в парламенте Соединенных Штатов, и он имеет очень интересную позицию. И, конечно, республиканцы – это громадная победа для самой державы, потому что при них экономика страны сразу моментально возрастает. Они не сторонники повышения налогов, они сторонники развития предприятий, разных компаний и привлечения новых рабочих мест. Что касается демократов, то они играют на иммиграционной политике и открывают ворота для приезда в страну людей из слаборазвитых стран. И, конечно, те голосуют прежде всего за демократов. Они выберут любого, даже 120-летнего человека, лишь бы только он не закрывал границы. А как вы помните, Трамп обещал построить заграждение по всей территории границы с Мексикой за свой счет. Ну, вот такие какие-то дела. Так что выбирайте тоже себе, какая уж лучше для вас власть в стране. Но, с другой стороны, для помощи Украине, самый великий из президентов Соединенных Штатов. Уж он не жалел ни денег, ни средств, ничего. Не знаю, как будет после того, как он уйдет. Так что надо брать пока все, что мы можем. И у Зеленского это очень хорошо получается. Я думаю, тот, кто умный, тот все понял. Я искренне не понимаю людей, которые в такой ситуации поддерживают демократов. Для меня очевидно, что они будут дальше ослаблять Америку, как это делал Обама. И я уже как-то рассказывал, и не раз, и вы, наверное, читали про ту записку, которую Буш оставил Обаме по поводу Крыма, по поводу России. И Маккейн, которого я тоже упоминал, сколько всего говорил. И все говорили. Все провалено подчистую. Теперь у Байдена важнейшая сейчас ситуация – война в Украине. От этого зависит будущее его выборы. Потому что если он пойдет на выборы с незавершенной войной в Украине, потратив огромные десятки миллиардов долларов денег налогоплательщиков из США, его никогда не переизберут. Я думаю, ему не так важен формат окончания этой войны. Он все равно здесь преподнесет, что это благодаря ему это все свершилось, и мир настал, и все остальное. И по сути, что сейчас хочет сделать Байден, и так они ничего не поняли, решается локальная задача, но вот эта вот обезьяна с гранатой, она все равно остается. И с обезьяной с гранатой нужно гораздо более жестко разговаривать, потому что уже история, факты показали, что тактика умиротворения агрессора, как и с Гитлером провалилась, так и с Путиным провалилась. Про Европу я сейчас даже говорить не хочу, не тема видео, там одни политические импотенты. США мощнейшая сверхдержава, вот меня интересуют ее действия, и всех украинцев должны интересовать. И поэтому я надеюсь, у Байдена или у кого-то там в его администрации, или под давлением общественности перед будущими выборами, у него хватит мозгов насильно Зеленского усадить с Путиным за стол переговоров. И прекратить гибель людей, и дать Зеленскому понять про вот эти вот амбиции, выйти на границы 91 года за чужой счет, без ресурса, которые просто неосуществимы, как бы мы с вами этого сильно не хотели. Понимаете? И я всегда подчеркивал, я тоже этого хочу,
но с такой небольшой оговоркой, только ради мести Путину, указать ему, что он не победитель всей этой игры. А глобально Крым всегда был дотационным, и вы это прекрасно знаете. Там всегда, ну я уже миллион раз рассказывал, там всегда было Пилилово, криминал и нашествие российских спецслужб. Донбасс — это депрессивнейший регион. Нужно строить новую Украину с тем, что останется после войны. Дай бог, контрнаступление пройдет хорошо, мы вернем какие-то территории, с этими позициями, я подчеркиваю 10-й раз, нужно садиться за стол переговоров. Я надеюсь, Байден поспособствует. Если будет какая-то другая ситуация, честно, даже в голове не рассматриваю. Если кто-то настроился на войну еще 5-10 лет, нет ни в России на это ресурсов у Путина. В общем, тяжело сказать. Цель этого видео была просто показать вам несоизмеримость ресурсов США и России. Но важная поправка. Есть ряд стран, где заправляют диктаторы типа Ирана, Северной Кореи. В какой-то мере Китай, но Китай — это тоже огромная экономика. Есть страны, где нет ничего. Там Куба когда-то, ничего нет, но у них одна задача у правителей — построить самую большую, мощную, устрашающую ракету. Голод, нищета, но ракета должна быть самая страшная, чтобы всех напугать. Вот это на самом деле философия, взгляд на жизнь больных людей-диктаторов. Нам долго ждать, пока они все поумирают. Не стоит на это тратить жизнь. Нужно делать сейчас правильный выбор и правильно оценивать ситуацию. И когда в США придет сильный президент, конечно, будет влияние оказано на это. Уже что-то подобное проходили. Там было много криков, тому та война не понравилась, тому та война не понравилась. Но в арабском мире возникают часто диктаторы. И сейчас видите на примере Ирана, что происходит. Египет готов был продавать России ракеты для войны с Украиной. Это люди абсолютно без никаких принципов, плюс геополитика. То есть добро и зло, белое и черное, они отличать не способны. Они живут в другой парадигме совершенно. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ваше мнение жду в комментариях, как всегда. Кто новый человек на канале, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пока.